Всем привет! Сегодня в этом видеоуроке я вам расскажу про массивы и про работу с массивами, это про циклы, основные в JavaScript. Итак, массив — это, можно сказать, список элементов. Массив в JavaScript очень легко создается, просто квадратные скобки, как, в общем-то, и во многих других языках. Также через запятую сразу объявляется список переменных. Значения могут быть, в общем-то, тоже любыми. Тут, к примеру, hello напишу, world, name. Здесь все очень просто и понятно, грубо говоря. Также может быть структура, можно сказать, не массив, это object, так сказать, который объявляется через фигурную скобку. Тогда в данном случае ей нужно задавать ключи значения. Аналогом является, если в PHP рассматривать, то это ассоциативный массив, к примеру, K1, тут можно value 2, value 3 пусть будет и так далее. Причем ключи объекта, которые вот как бы ассоциативный массив, их можно писать как в кавычках, двойных, одинарных, то есть, или можно использовать просто без кавычек писать. Но здесь, как бы, если их писать в кавычках, то мы можем даже вот, к примеру, таким образом использовать, чуть ли не пробел, там разные символы. А здесь мы таким образом не сможем написать, будет ошибка, если без кавычек. Надеюсь, с этим, в общем-то, понятно. Для того, чтобы как бы обойти массив, есть специальные функции, которые перебор, так сказать. Функции перебора, можно сказать, да. Объявлю, к примеру, функцию, то есть создам for, к примеру, I будет у меня 0 равен. И тут, если обычным перебором стандартным работать, тогда нужно, к примеру, использовать r и его свойство range. Range означает типа длина. Вообще все, что в JavaScript, все эти как бы значения, даже числа, обычные строки, это все объекты. Как бы очень похоже он этим на Python, можно сказать так. Здесь плюс-плюс ставим. И, к примеру, я захочу просто распечатать console log. Для того, чтобы распечатать элементы массива, в данном случае, они как и списки, в общем-то, к примеру, если сынок с Python, в общем, как и списки, но в целом, они начинаются с нуля. Здесь будет как бы вот таким образом идти. 0 равен 1, 2 равен 3. Это, грубо говоря, ключи будут такие. Всегда начинается нумерация с нуля. И я, к примеру, хочу вывести. Для этого я буду использовать обращение через квадратные кавычки. То есть скобочки квадратные. И напишу ОК. То есть сохраню все это. Захожу в браузер. Здесь я уже открыл тот файлик, который создал. Это я работаю в Lesson 6. Создал, я его открыл. И вот перезагружаю страничку. Вот у меня выявился список значений. Список значений, который находится вот в этом массиве. Также я могу перебрать и вот этот как бы объект. Но здесь выпадет ошибка, потому что у меня ключ не числовой. Поэтому я не смогу перебрать его. Таким образом, вот этот массив ассоциативный. Для того, чтобы перебрать ассоциативный массив, можно использовать разные методы. Сейчас самый популярный, наверное, for let k-in и object. Что это такое? Его можно использовать, этот метод, то есть этот способ, с любым массивом. Что с таким массивом, что с таким массивом, который называется объектом, как бы аналог ассоциативного массива. Что с объектом? Вообще как бы их разделяют. Грубо говоря, в JavaScript вот говорят, что это просто массив, а вот это объект. Здесь я просто указываю объект и ключ. Сохраняем, перезагружаем. И видите, что у меня вывелось 1 и 3. Сейчас для большей наглядности я покажу следующим образом. Я напечатаю key, который равен будет у меня вот этому значению. Это как бы строки склеиваем. И, к примеру, даже могу вывести ключ. К примеру, ладно, я выведу ключ. Вот я напишу key, вот таким образом, да. Перезагружаю страничку и вижу key value,
тут типа троечка. А, ну да, потому что я через пробел назвал. Вот key3 равен у меня 1. Key3 равен у меня единице. Вот таким образом я прошелся по массиву. Также вот эту запись с R или Object можно наблюдать таким образом. Можно по-другому вывести. К примеру, есть встроенный метод у каждого массива. Их много. Map, pop, push, reduce и так далее. К примеру, forH. Что здесь forH делает? Он принимает функцию, которая может быть, кстати, можно ее сразу так писать. Она принимает функцию, которая что-то делает с элементами, с каждым элементом массива. Сейчас я распечатаю. Здесь, в общем-то, подойдет. Так, я что-то не за... да. Тут вот таким образом напишу функцию и распечатаю, к примеру, его значение. Таким образом. Видите, у меня опять увеличилось все. Сейчас я закомментирую вот эту штуку. Закомментирую. Этот метод конкретно относится к массиву, для прохождения по массивам. Он принимает в себя три элемента: ключ, значение и сам массив. И здесь я, к примеру, выведу вот то же самое. Напишу key плюс равно таким образом. Перезагружаю. Все, видите, у меня выводит ключ значения выходит, который находится у меня в массиве. Ключ и значение. Вот таким образом. А, нет, я перепутал. Тут, короче, значение, а здесь ключ. Что-то я... Да, ключ значение, ключ массив. Вот таким образом она выходит. Обратная, то есть. Так, value. Сейчас, секундочку. Да, вот теперь все правильно. Наоборот. Сначала ключ идет значение, потом ключ, потом массив. Вот для forH. Также есть метод map, который там проходит разные действия делать. Но я не буду сейчас о них рассказывать подробнее. Также есть цикл while. While тоже. Он как бы работает как типа условие. Пока здесь true, что-то делается. К примеру, пока true, может что-то происходить. Здесь, к примеру, печатается 1, 2, 3, 4, 5. Не знаю, там, к примеру, мы объявим переменную i, которая равна, к примеру, 5. Пока i больше 0, к примеру, будем уменьшать на минус 1 делать из i, как бы математическая операция минус 1. И все это дело будем печатать. Вот это я закомментирую, сохраняю, перезагружаю. Видите, 5, 4, 3, 2, 1 выводится. И также есть do while, который, в общем-то, она аналогична, просто там дело в том, что сначала происходит действие, а потом проверяется условие. Все это вот так вот легко делается также. Так, вот это я закомментирую. Сейчас покажу разницу. Видите, 5, 4, 3, 2, 1. Вот я сейчас еще раз все сделал. Видите, разницы совершенно здесь нету. Как бы все одно и то же, как бы do while также работает. Просто всегда сначала делает действие, а потом уже печатает. Какое-то действие сделала, потом распечатала все это. Так, вот таким образом я, в общем-то, думаю, рассказал вам базу. Это база основная по работе с массивами, какие есть циклы, переборы циклов, то есть по работе с циклами. Это вот основные у нас как бы функции for, while, do while. И есть для массива конкретно еще forH и так далее. На этом сегодня все. Спасибо за внимание. Пока.